Хадис под номером 301. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «И во время своих уединений в мечети он просовывал ко мне голову, а я мыла ее, когда у меня были месячные». Хадис под номером 302. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда у одной из нас начинались месячные, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотел прикасаться к ней, он повелевал ей прикрыть изаром место кровотечения, и затем прикасался к ней». Айша сказала: «И кто же из вас способен сдерживать свое желание? Как был способен сдерживать свое желание посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Хадис под номером 303. Сообщается, что Абдуллах ибн Шаддад сказал: «Я слышал, как Маймуна рассказывала: обычно, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, желал прикасаться к одной из своих жен в то время, когда у нее были месячные, он повелевал ей надеть изар, и она надевала его». Глава. Женщине, у которой начались месячные, следует прекратить поститься. Хадис под номером 304. Сообщается, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к месту молитвы в день жертвоприношения или в день разговения, а затем, проходя мимо собравшихся женщин, остановился и обратился к ним с такими словами: «О женщины, раздавайте милостыню, ибо поистине мне было дано увидеть, что вы составляете собой большинство из оказавшихся в аду». Они спросили: «Почему же, о посланник Аллаха?» Он ответил: «Потому что вы часто проклинаете людей и проявляете неблагодарность по отношению к своим мужьям. Не видел я никого из тех, кому недостает ума и совершенства в делах религии. Кто мог бы, подобно любой из вас, до такой степени лишать разума благоразумного мужчину?» Женщины спросили: «О посланник Аллаха, в чем же заключается наше несовершенство в делах религии и недостаток ума?» Он сказал: «Разве свидетельство женщины не приравнивается к половине свидетельства мужчины?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Это и указывает на недостаток ее ума. А разве женщине не следует прекращаться молиться и поститься, когда у нее начинается месячное?» Они сказали: «Да». Он сказал: «А это указывает на ее несовершенство в делах религии». Глава. Женщина с месячными совершает все обряды хаджа, кроме обхода вокруг дома, Каабы. Хадис под номером 305. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Мы отправились в путь вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и не говорили ни о чем, кроме паломничества. Когда мы приехали в местечко с названием Сариф, у меня начались месячные. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашел ко мне, а я в это время плакала, и спросил: «Что заставило тебя плакать?» Я ответила: «Клянусь Аллахом, лучше бы я не отправлялась в паломничество в этом году». Он сказал: «Наверное, у тебя началось кровотечение». Я ответила: «Да». Тогда он сказал: «Поистине, это то, что предписал Аллах всем дочерям Адама. Посему делай все, что совершают паломники, но не совершай обхода вокруг дома до тех пор, пока не очистишься». Глава. Хроническое кровотечение у женщин. Хадис под номером 306. Сообщается, что Айша сказала: «Однажды
Фатима бинт Абу Хубайш сказала посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «О посланник Аллаха, поистине я не очищаюсь, так не оставить ли мне молитву?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине это венозная кровь, а не менструальная. Когда приблизится время месячных, оставь молитву, а когда она завершится, смой с себя кровь и совершай молитву». Глава. Женщина, у которой месячные, отстирывает кровь с одежды. Хадис под номером 307. Передается слов Фатимы бинт Аль-Мунзир о том, что Асма бинт Абу Бакр сказала: «Однажды какая-то женщина задавала вопрос посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала: «О посланник Аллаха, как ты думаешь, что делать одной из нас, если на ее одежду попадет менструальная кровь?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если на одежду одной из вас попадет менструальная кровь, пусть растирает ее кончиками пальцев, затем побрызгает водой и потом помолится в ней». Хадис под номером 308. Сообщается, что Айша сказала: «Когда у одной из нас бывали месячные, и затем после того, как она очищалась, она соскабливала со своей одежды кровь кончиками пальцев, смывала ее и брызгала водой на остальное место, после чего совершала молитву в ней». Глава. Неотлучное пребывание в мечети и ийтикаф женщины, у которой истечение крови продолжается и после завершения месячных. Хадис под номером 309. Передается слов Айши, да будет доволен ею Аллах, что время от времени вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, совершала затворничество и ийтикаф какая-нибудь из его жен, у которой могло быть хроническое кровотечение, истихада, и когда она видела кровь, то она ставила под себя таз. Передатчик хадиса Икрима утверждал, что когда Айша увидела желтоватое выделение, она сказала: «Подобно этому увидела та женщина, совершавшая затворничество во время хронического кровотечения». Хадис под номером 310. Сообщается, что Айша сказала: «Одна из жен посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершала с ним затворничество в мечети ийтикаф. И она видела кровь и желтизну, и под ней таз, и она совершала молитву,